Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В центре нашей галактики, Млечного Пути, находятся невидимые силуэты, которые вызывают непрекращающиеся дебаты среди астрономов и любителей космоса. Говоря о возможной жизни в этих загадочных глубинах, стоит вспомнить о фильме «Интерстеллар», который виртуозно показывает, что пригодные для жизни планеты могут существовать даже в самых экзотических условиях. Вопрос о том, могут ли планеты действительно существовать вблизи черной дыры, становится темой активного изучения и дискуссий. Истории о жизни на других планетах всегда привлекают внимание. Однако, чтобы жизнь могла развиваться, необходима планета, на которой будут созданы необходимые условия. Немыслимо представить себе жизнь без твердой поверхности. В этом контексте гипотетические организмы, обитающие на звездах, кажутся лишь исключением. Существование планет в центре галактики вызывает множество вопросов. Можно ли считать, что такие планеты могут оставаться стабильными в хаотичных условиях, которые царят вблизи черной дыры? Это не просто теоретический вопрос. Он требует внимательного изучения. Разумно задаться вопросом: какие механизмы могут удерживать планеты на орбите и обеспечивать поддержку жизни в столь экстремальных условиях? Открытие экзопланет около 30 лет назад перевернуло представление о космосе. По оценкам, в нашей галактике может существовать до триллиона планет. Их формирование неразрывно связано с процессом звездообразования, и простое наблюдение за звездами может дать подсказки о наличии планет. Однако процесс формирования планет в центре галактики не так прост. Теоретически и практически существует множество препятствий. Приливные силы, галактические ветры и высокая плотность звездного населения могут дестабилизировать планетные системы. Эти проблемы создают дополнительные сложности для исследования, заставляя ученых использовать косвенные методы для поиска потенциальных планет. Для формирования звезд нужны плотные и холодные облака. Температура играет ключевую роль в сжатии облаков, а в молекулярных облаках рождаются звезды и планеты. Вопрос о том, как звезды могут формироваться рядом с черными дырами, пока остается открытым. Это открытие поднимает еще более интригующие вопросы о том, как подобные звездные системы могут эволюционировать и, возможно, поддерживать жизнь. Формирование планет непосредственно связано с химическим составом звезд. Масса, срок жизни и светимость звезд влияют на возможность образования планет. Так, звезды с низкой металличностью создают меньше каменистых планет и чаще формируют газовые гиганты, что сводит на нет шансы наличия пригодных для жизни экзопланет. Древние звезды с низкой металличностью тоже представляют интерес. У них меньше шансов на образование каменистых планет, что ставит под сомнение возможность жизни в их окружении. Модель нестабильности диска, в которой рождаются планеты, также может объяснять различные сценарии их формирования. В центре галактики расположено утолщение, называемое балдж, состоящее из старых звезд с низкой металличностью. Эта высокая плотность звезд может дестабилизировать планетные системы, а массивные звезды могут сдувать вещество в протопланетных дисках, усложняя процесс образования планет. Научные исследования показывают, что центры таких систем могут быть потенциально опасны для существования жизни. Существование массивных звезд вблизи черной дыры сопровождается сложностями, и их жизнь коротка – от десятков до миллионов лет. И поиск планет в таких системах затруднен их яркостью. Однако именно вблизи черной дыры расположены молодые массивные звезды, что открывает новые горизонты для изучения. Эти звезды могут по парадоксальному стечению обстоятельств принимать участие в создании новых планет, а значит, предоставляют новые возможности для формирования пригодных для жизни условий. Существует предположение, что диск вещества вокруг сверхмассивной черной дыры может напоминать протопланетный диск молодой звезды. Исследования показывают, что теоретически у черной дыры могут находиться тысячи планет, включая газовые гиганты и каменистые суперземли.
Это открытие может изменить наше представление о возможностях развития планетарных систем в условиях высоких гравитационных сил. Однако большинство экзопланет открыты благодаря телескопу Кеплер, который не направлялся в сторону галактического центра. Открытие планеты Суипс-4b на расстоянии 27 727 световых лет от нас стало настоящим прорывом, подтверждающим теоретические модели. Метод микролинзирования также открыл новые горизонты, обнаружив ряд планет на расстоянии более 21,5 тысяч световых лет и доказав, что изучение дальних уголков нашей галактики может привести к важным открытиям. Предполагается 3 возможных сценария существования планет. У звезд в диске, в скоплении и планеты-сироты, остающиеся без звезд. Однако пока отсутствуют достоверные данные для подтверждения этих сценариев. Компьютерные симуляции показывают, что в 51% случаев планеты могут выживать в условиях близости к черной дыре. Предоставляя интригующие перспективы для будущих исследований, симуляции показывают, что у звезд могут существовать планеты, которые даже могут оказаться на орбитах вокруг черной дыры. Аналоги Земли выживают в 17% случаев в поздних системах. И это открытие придает надежду на возможность существования жизни в экстремальных условиях. Несмотря на то, что сверхмассивная черная дыра считается неактивной, она иногда поглощает звезды. Разрушение звезды происходит примерно раз в 100 тысяч лет, и наблюдения показывают кратковременные вспышки активности, свидетельствующие об этом процессе. Такие вспышки могут служить важными маркерами для изучения физических процессов вблизи черных дыр и их влияния на окружающее пространство. Каждодневные вспышки могут быть результатом разрушения астероидов черной дырой. Для этого нужны объекты размером более 10 километров, и более яркие вспышки могут указывать на разрушение планеты. Эта информация является ключевой для развития наших знаний о динамике черных дыр и физических процессов, происходящих в их окрестностях. История наблюдений у черных дыр уходит в глубину веков. 300 лет назад была фиксирована вспышка активности, но сама вспышка была обнаружена только через световое эхо, отраженное от облака на расстоянии 300 световых лет от центра. Эти исторические исследования создают основу для современного понимания черных дыр и их взаимодействий с окружающей средой. Облако G2 в центре галактики представляет собой маломассивную звезду с возможным протопланетным диском. Оно близко подлетело к черной дыре в 2014 году и выжило, что поддерживает идею о его значительном происхождении. Эти наблюдения поднимают множество вопросов о взаимодействии черных дыр с другими астрономическими объектами. Галактический центр традиционно не рассматривается как часть зоны обитаемости из-за высокого уровня космического излучения и частых вспышек сверхновых. Для существования жизни в центре галактики нужны особые условия, защищающие от этих факторов, такие как магнитные поля или химический состав, способные нейтрализовать вредные эффекты. Исследования рассматривают возможность существования жизни на планете, вращающейся вокруг черной дыры. Если черная дыра захватывает фотоны реликтового излучения, она может создать свет, аналогичный звездному. Это открывает удивительные возможности для представления о том, как может выглядеть жизнь в таких строгих условиях. Однако для получения достаточного света орбита планеты должна находиться очень близко к горизонту событий, что ставит под сомнение устойчивость такой экосистемы. Развитие телескопов, как, например, новый космический телескоп Джеймс Уэбб, дает ученым надежды на открытие планет в центральной части галактики. Эти исследования сыграют ключевую роль в понимании устройства галактик, планетных систем и возможностей для существования жизни во Вселенной. Таким образом, даже в самых темных уголках космоса остается надежда, что жизнь может найти способ существовать в самых неожиданных местах. Путешествие в мир черных дыр и возможность существования жизни в их окрестностях – это не только научное биасное исследование, но и отражение человеческого стремления понять свое место во Вселенной. Наша галактика хранит множество тайн, и, возможно, ответы на них мы найдем уже в будущем. Каждый новый шаг в изучении пространства не только приближает нас к разгадке этих тайн, но и открывает двери для бесконечных возможностей, расширяющих наше понимание жизни в космосе.